Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Марафон вашей любимой рубрики продолжается, и следующий выпуск будет уже юбилейным. Сегодня мы взглянем на следующие крипипасты, и список прямо сейчас у вас на экране. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Начнем мы, пожалуй, со смертельных файлов. Первый файл называется 115.avi. Подробной информации, к сожалению, нет. Это печально. Единственное, что я вам могу предложить, это посмотреть его содержание во всей красе. Второй файл называется atfieldh.mp4. Описание и подробная информация отсутствует. Гениально. Поэтому я вам покажу содержание файла во всей красе. Третий файл называется dialobus.avi. Как и у двух предыдущих файлов, информация отсутствует.
Сука, вы что, серьезно? Поэтому содержание файла будет также показано во всей красе. Следующий файл называется livefile.exe. Описание следующее. livefile.exe это файл, от которого становится лучше, а не хуже. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Он нужен тем, у кого плохое настроение. После запуска файла людям становится гораздо лучше. Да ладно! После запуска файла появляется папка Happy Day. В этой папке появляются разные файлы. Если один из них открыть, то вам станет гораздо лучше. Интересно. Точнее говоря, поднимется настроение. Этот файл – самораспаковавшийся архив. Файл содержит в себе фотографии и MP3 мелодию. Файл приходит людям на почту или в скайп от адреса или пользователя happyfairy@yahoo.com. Все открывшие файл стали оптимистами по жизни и ценителями красоты. После открытия файла вы обнаружите файл readmefreeze.txt в папке Happy Day. В нем находится инструкция. Инструкция на английском, переводится на русский так. Сначала запустите файл rhm.mp3, потом откройте папку и наслаждайтесь фотографией. Если следовать инструкции, то все будет так, как написано. Файл имеется у файлов 21 и инквизиторов. Важно, кстати, подметить еще факт, то что данный файл является единственным, где нету, например, какого-нибудь нежелательного исхода, как обычно бывает в крипе файлах. Логично. Я прям удивлен и готов поаплодировать автору данной истории. Ему респект за то, что он придумал смертельный файл, который на самом деле веселит народ. Гениально. Я, конечно, удивлен. Если вы тоже, напишите об этом, пожалуйста, в комментарии. Далее у нас по списку идет файл под названием metageo.jpg. Файл был найден в 2013-м. На фото изображена девушка с колбасой. Да ладно! При долгом просмотре может начать кружиться голова, а также снятся кошмары. После сна всегда хочется съесть колбасы, но при ее поедании остановиться можно только через 4 часа. Данный файл был передан группе Файлы 21. Расследование файла проходит до сих пор. Такие вот дела. На очереди у нас файл svk.jovvl.avi.
Поэтому файлу также нет никакой информации. Сука, вы что, серьезно? Поэтому я вам предлагаю посмотреть его во всей красе. Далее у нас идет файл под названием pega.avi. История идет со слов очевидца. Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 17 лет. Сегодня произошел странный случай. Это был обычный день 10 октября 2020 года. Я сидел и смотрел Пегу своего любимого юмор-повара. Всегда из его рецептов смеялся, но в этот вечер я пошел на улицу и нашел флешку, на которой была приклеена бумажка, и на ней было написано pega.avi. Я заинтересовался находкой, но сразу домой не пошел, а только через некоторое время. Когда я пришел домой, я решил ставить флешку в комп, но когда вставил, комп начал внезапно лагать. Сильное заявление. Я немного испугался, но через 2 минуты лаги прекратились. И когда я зашел в мой компьютер и зашел в папку на флешке, увидел несколько видео. Но когда я зашел на одно из этих видео, начались странные вещи. Сначала я увидел Пегу, который кидал вместо еды ножи, другие столовые приборы, и говорил такие слова. Ад неизбежен. Все, что ты видишь, это может прилететь и в тебя. И он смотрел на меня злыми глазами. Потом видео начало менять цвет, и в конечном итоге поменялся на красный с каплями. Я после всего этого чуть всю квартиру не засрал. Но на этом странности не закончились. После этого на компе вылез синий экран. Но там была написана ошибка не стоп 000, а стоп 6666666. Вот это поворот! Было немного жутко, но не сильно. После этого компьютер включился.
И обои на рабочем столе вместо моих стояли с красным фоном и каплями, похожими на кровь. Я офигел от этого и продолжил смотреть видео. Там было примерно то же самое, только были другие слова, и в одном из видео он кидал животных. Это пиздец. Вот по-другому это не назовешь. Мне их было очень жалко, но ничего поделать с этим не могу, к сожалению. После просмотра последнего видео выскочил синий экран с надписями. Я когда-нибудь доберусь до тебя. У тебя есть несколько месяцев сделать правильное решение. Когда я зашел в папку с флешки, то там не было этих видео, а был блокнот. Когда я его открыл, то увидел надпись. 3 месяца до правильного решения, или ад придет за тобой. После этого снова компьютер перезагрузился, и все в этой папке пропало. Ну нахер. Как будто ничего и не было. Я после всего этого так обосрался, и ночью заснуть не смог. Я подумал, что нужно сжечь флешку. Конец истории. Автор нам тут говорит, что продолжение следует, фейк это или нет, пока неизвестно. Ну ладно. Опять же со слов автора данной истории. И последний на сегодня файл — фото от G2210. В первой половине 2013 года в рамках проекта Google Street View проводилась фотосъемка городских улиц Российского Приморья для создания панорамных видов. Для съемки использовались в том числе беспилотники, немедленно передающие отснятые кадры на сервер. Названия передаваемых изображений состояли из буквы, обозначающей отдельный аппарат, и 4-значного числа номера фотографии. В августе 2013-го один из беспилотников, пролетая над пригородом Уссурийска, неожиданно выдал сигнал о разряде батареи и упал. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Найти его так и не удалось. Вероятнее всего, его украли или сдали на металлолом. Логично, не правда ли? Однако перед окончанием сеанса связи аппарат успел передать файл с именем G2210. Оператор пропавшего беспилотника, посмотрев фотографию, заявил, что в окне летней кухни было видно что-то похожее на голову ящерицы. Ну нахер. Однако его коллеги не увидели на фото ничего подобного. Тем не менее, на этом странности не закончились. В течение нескольких недель сотрудника мучили галлюцинации. По его словам, он видел лицо ящерицы в зеркальных поверхностях и отражении выключенных мониторов. Ему даже пришлось обратиться за медицинской помощью. А теперь приступим к обзору взломов телеканалов, которые вы прислали в комментариях. Первый взлом произошел на телеканале Деда Мороза 23 декабря 2015 года. Существовал ли он на самом деле, неизвестно. Возможно, он и не существует. Так как подробной информации нет, мы сразу же разберем его содержание. Видео начинается с черного экрана. Далее появляется мигающая надпись «Технический сбой EOR-407». Следом идет настроечная таблица и снова черный экран, но уже с надписью «Your Know Signal Press Vault». И следом идет печатание цифры 6, после чего идет непонятное изображение, после чего видео заканчивается на настроечной таблице и черном экране. Второй взлом произошел на канале ОРТ в 1999 году. Информация по данному взлому отсутствует, поэтому сразу же перейдем к разбору его содержания. Видео начинается с программы «Спокойной ночи, малыши», после чего идут помехи, и далее появляются картинки робота из «Ну погоди», типажка с черными дырами и персонажа из «Ну погоди». После этого эфир вернулся в обычное состояние. Третий взлом произошел на телеканале СТС 13 февраля 2023 года. Вот его описание со слов очевидца. Я просто решил записать часы СТС. Но как вдруг такое вылезло? Да уж, трэш, как бы сказала подписчица Викусик. Посмотрев содержание данного взлома, могу сказать так. Взлом вполне безобидный, и я продемонстрирую вам его содержание.
Очередной взлом. На телеканале «Карусель» от 25 августа 2013 года. Подробная информация отсутствует, однако его содержание более милое, чем страшное. Поэтому я вам продемонстрирую его содержание. И последний на сегодня взлом называется «Мистический инцидент на ТЦ СССР», который произошел 10 января 1987 года. История идет со слов очевидца. Эту легенду мне рассказал один мой хороший знакомый. Согласно ей, 10 января 1987 года, после окончания эфира первой программы Центрального телевидения СССР, неизвестный перехватил сигнал и показал видео крайне странного содержания. Его название и происхождение не установлены. Были предположения, что этот ролик содержит 25-й кадр. Не меньше вопросов вызывало и таинственное существо, показанное в конце. Я сделал примерную реконструкцию этого инцидента, опираясь на рассказ знакомого. Теперь разберем его содержание. Видео начинается с заставки первой программы. Далее идут часы и следом картинка «Не забудьте выключить телевизор», которая, кстати, была во взломе под названием «Прогноз погоды». Далее настойчивая таблица времен 80-х-90-х, следом реклама банды 90-х, надпись «Вы напуганы, товарищи?», Момо, и эфир вернулся в обыденное состояние. На этом выпуск подходит к концу, и уже следующий выпуск будет уже юбилейным. Изи. Так что обязательно дождитесь его. А на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мои Play и Live каналы. Там тоже выходит крутой и интересный контент. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети: Telegram, Discord, VK, Steam и другие. И по желанию поддержать канал денежкой. Все ссылки в описании. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.